Сегодня у меня наконец-то долгожданный выходной, и мы решили сходить за билетами до Санкт-Петербурга. Так как я думаю, что все вы уже помните, что через буквально 2 недели мы поедем в Санкт-Петербург. Вот. Обычно билеты мы покупаем в приложении РЖД официально, но в этот раз решили воспользоваться старым методом и пойти вживую купить билеты на вокзале. Потому что, знаете, когда покупаешь билеты вживую, они вот у тебя бумажные на руках, немножко по-другому ощущается вот это предвкушение поездки. Как-то прям, ну, чувствуется больше, да, чем купил билеты и забыл до поездки, грубо говоря. Вот, ну, тем более, как бы мы живем рядом с вокзалом, мы буквально перешли железную дорогу, и вот мы уже с вами находимся на первой платформе. Вот. Ну, давайте, пойдем на вокзал. Сейчас посмотрим, тут есть паровоз у нас старый. Новый мост у нас. Платформу у нас не так давно сделали, буквально пару лет назад. Ее сделали как в нормальных крупных городах, чтобы она шла в уровень с вагоном, то есть чтобы не подниматься по ступенькам. А остальные, вторая и третья платформа, остались пока прежними, к сожалению. Ну, может быть, когда-нибудь и до них руки дойдут. Вот тут паровоз. Паровоз построен в 1935 году в Брянске на заводе «Красный Профинтерн». Работал на Петрозаводском отделении Октябрьской железной дороги. В годы Великой Отечественной войны водил поезда по дороге Победы в блокадный Ленинград. Поставлен на вечную стоянку в 1987 году. Когда были маленькие, постоянно залезали туда. Там вот эти двери открывались, окошечки там сзади залезали. Очень интересно нам это все было. Сейчас полицейские отгоняют оттуда постоянно детей. И уже никто не лазает, так как раньше. Недавно его реставрировали, вот, подкрасили. Забор тут рядом поставили почти притык к паровозу. Колеса такие огромные. Но с меня ростом. Да. Вот тут ступенечки, по которым мы забирались раньше внутрь. Вода отравлена, пить нельзя, написано. Запас угля 20 тонн. Запас воды 23 кубических метра. Здесь мы тоже лазали в детстве. Сейчас лестницу убрали. Да, раньше лестница была тоже. Вот там у нас мост новый. Там есть лифт на каждую платформу. Мост нам тоже буквально, наверное, пару лет назад построили. Раньше был мост, но он был как бы открытый. Сейчас закрытый, с лифтами. Очень удобно, вообще классно. Поезд номер 16 с сообщением На обратном пути покажем мост, поедем на лифте. Что самое интересное, вот на той стороне они сделали вот эту пристройку, которую раньше не было, чтобы с той стороны можно было заходить тоже там только по билетам, сумки класть на вот эту ленту, да, движущуюся, проверяющую, что вы там с собой везете. Но до сих пор за 2 года там так никого и не поставили, ничего и не работает, все обустроено, все для работы готово, но не работает ничего. Пропускные пункты теперь, чтобы здесь все и всех проверяли. Но пока не работает. Это, кстати, непонятно как, потому что здесь много мимо людей будет ходить, как там будет. А, там же разделено. Да, там же Да. потом они делают типа 2 отсека какие-то. Можно просто переходить по мосту, а в другом направлении там уже на вокзал. Через пропускной пункт. Ну, пока это не работает, ждем. Тут вот лестница, по которой можно с моста выйти на платформу. Или на лифте вот там. Много людей ждут, поезд прибывает с Москвы, по-моему, да? Что-то объявляли, краем уха слышала. Мы, кстати, на таком еще не катались никуда. Там туннель у нас на второй платформе. Здание вокзала на вторую платформу можно по туннелю еще пройти.
Раньше, кстати, с моста нельзя же было спуститься на вторую платформу. Нет, нельзя. Да, и на третью нельзя было. А теперь очень удобно, с моста можно на первую, на вторую, на третью платформу перейти. Вокзал, по-моему, построен в 1950-м, насколько я помню. Вокзал красавец. Электронное табло тоже довольно-таки недавно нам установили здесь с расписанием поездов. Да, Москва-Мурманск. С Москвы пусть едет. Двухэтажный ресторан. Все, собираемся поехать на двухэтажном поезде, все никак не соберемся. Как-нибудь обязательно. В Москву. Ну, вот мы, в принципе, уже подходим к зданию билетных касс. Посмотрим, как там стоят дела. Теперь мы там редкие гости. Я говорю, билеты покупаем в приложении. Посмотрим. Раньше много терминалов стояло, где можно было распечатать свои Да, билеты, да. которые куплены были у тебя электронно. А теперь терминалов нет, теперь билеты не распечатаны. И что у нас? А868. Что, не написано, да? Сколько человек перед нами? Много. Но они здесь пишут, купить билет самостоятельно, быстро, без ожидания вы можете на сайте. Или в мобильном приложении РЖД. Но мы хотим бумажные. Но, блин, судя по всему, перед нами еще 6 человек. Подождем. Еще очень удобно, что вот они в РЖД придумали вот эти бонусные карты. То есть однажды мы их завели, туда внесли наши все данные, и теперь мы билеты покупаем даже не по паспортам, когда в кассах, а просто карточки эти даем РЖД бонус свои. И там и билеты по ним приобретаем, и сразу бонусы начинаются. Очень удобненько. Билета на 17 мая на «Ласточку» до Санкт-Петербурга. Вагон с кондиционером, биотуалет в соседнем вагоне. А места, наверное, там первые и вторые, они там два рядом, да? Без третьего. Ирина Николаевна, Иван Александрович. Да, все верно. Билеты Петрозавод, Санкт-Петербург, 17 мая, вторник, утром 6:36 отправление «Ласточка» 803, второй сидячий вагон, места 107-108. И в этот же день, 17 мая, во вторник, на Ладожский вокзал, 12:00 прибытие. Вагон класс обслуживания 2Е с кондиционером, биотуалет соседний, запрещен провозный воздух. Время отправления прибытия московское, при посадке паспорта оригиналы. Реквизиты, паспортные данные еще раз внимательно проверяем. Пожалуйста, билеты и кассовые. Ну что, друзья, билеты мы купили. Билеты теперь, к сожалению, просто как бумажные чеки, не как раньше были, такие классные, да. Но, надеюсь, за 2 недели ничего с ними не произойдет, не порвутся, не помнутся, не потеряются. Ну и сейчас с вами пойдем посмотрим наш зал ожидания еще. Ну, здание вокзала, что там вообще. С улицами там не были, посмотрим, может, что там. Ну, нового. вот этого не было. О, ну, кстати, да. Вообще-то дверь не работала, она работает, что ли? Посмотрим, что там сами. Не знаю, когда мы с ним раз были-то уже в зале ожидания. Когда Ярика отправляли. Года 2 уже, наверное, прошло. Сам вокзал наш. Здесь даже гостиница. Зал ожидания. Там проход в гостиницу. Раньше была наша кафешка. Теперь нету, кофейный аппарат. Какие-то ролики идут.
Часики. Там справа проход в туннель. Слева туалеты и медпункт. Ну и выходим на центральную улицу нашего города. Отсюда вниз начинается у нас проспект Ленина. Наверное, в каждом городе Всё. есть улица или проспект с таким названием. В конце Онежское озеро. Даже, кстати, отсюда, вот, если посмотреть, его прям можно На разглядеть камере, в конце. на камере вряд ли видно это. Да. Вот такое здание у нас. Ну, сейчас, когда пойдем обратно, покажем вам мост. Позади меня находится тот самый мост. Пойдемте прокатимся на лифте. Здесь вот это с города идет лестница. Можно подняться по лестнице, а можно проехать на лифте. Далеко, по-моему, не все знают о существовании здесь лифта, потому что в таком укромном местечке. Я думаю, многие просто забывают. Ну, кто-то может думать, что просто только на платформу есть лифт. Но мы-то знаем. А, ну да, прокатились, да? Уважаемые пассажиры, по техническим причинам лифт временно не работает. Ну, пойдемте тогда пешком. Здесь вот лестница как раз с первой платформы идет на мост. Там лестница вот в город. А мы здесь не можем, да, сейчас выйти на первую платформу? Вот это, конечно, подстава. Лифты, кстати, запустили меньше года назад. А уже технические причины. Осенью, по-моему, их запустили. Что, кстати, интересно, изначально стекла были прозрачные вообще абсолютно. И очень многие сюда люди приходили даже на фотосессии. И это было очень красиво, как бы, особенно вечером на свете, в свете фонарей. Тут можно было делать такие классные топовые фотки. А потом вот они все сделали мутными стеклами. Тут постоянно кто-то что-то пишет. Да, потому что гораздо стали писать, царапать. В общем, все стало очень некрасиво. Вот здесь лифт, на котором мы должны были подняться. А здесь лифт, который, например, на платформу идет. Ну, с этой стороны здесь у них не попасть. Это перегородка. Вот тут вот уличное искусство. Стрит-арт. Вот с этой стороны было очень красиво. Когда особенно вечером, там куча огней и прозрачные стекла, было очень классно. Ну, а теперь как-то так. Зря они, конечно. Тоже красят постоянно, но все равно люди царапают что-то. Вот когда были прозрачные стекла, ничего такого не было. Было очень красиво. Хорошо. Тут кто что говорит. Вон, ногами пинают стекла. Ну, для этого можно, конечно, много не надо. Здесь вот будут две зоны, о которых мы вам говорили, да. Здесь вот одна пока что огорожена. Да, можно будет проходить. И здесь другая. С чемоданчиком можно ехать. Да? Тут, видимо, для выхода, а там будет для входа. Вот тут лестница. Выходить, там входить. Стекло уже здесь, вы видите, разбили. Тоже. Что-то, я не знаю. Сделали нам такую красоту, и вот здесь обещали сделать стоянку для машин. Но 2 года назад, как обещали, так на этом все и закончилось. Камушков вон тут насыпали, и на этом, пожалуй, хватит. Ну вот как-то так. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии.
И обязательно перейдите на канал, поставьте колокольчик и нажмите все уведомления. Прямой эфир будет 17 числа примерно в 16:00. Так что увидимся в Санкт-Петербурге.